Доброго дня суток, дорогие друзья! Современное детство, какое оно? У всех оно разное. У кого-то радостное и безмятежное, у кого-то оно печальное и его поскорее хочется забыть. При этом степень радости и печали у каждого ребенка оценивается самостоятельно, в силу своего воспитания, достатка, семьи и других так называемых стартовых данных. У кого-то все плохо, потому что игрушка не та, а у кого-то вышел отличный день, потому что он сегодня сытно поел. Многие вспомнят, что в детстве всегда стремились быстрее повзрослеть, стать похожими на взрослых, ведь у них почти никогда нет таких больших проблем, как у ребенка, и лишь потом мы поймем, как же мы ошибались. Сон в обеденный перерыв – это не так уж и плохо, что супы и каши могут быть не только полезными, но и вкусными, а деньги надо зарабатывать. А словами не всегда можно за что-то извиниться и быть прощенным. Со словами «это же ребенок». Другое дело война. А война, как говорится, дело не детское. Но желание подражать взрослым остается. Но дело в том, что дети военных лет слишком быстро взрослели, попадая на поле боевых действий. Быстро осознавали, что игры закончились. Война требовала большого мужества от взрослых, повидавших в жизни многое, не говоря уж про детей, еще не с окрепшей психикой. Но война диктует свои правила, и дети военных лет принимали свою новую жизненную роль со всей серьезностью взрослого бойца и порой могли дать взрослому фору. Была бы моя воля, я бы дал всем детям тех лет награду. Награду не видеть тех ужасов, что сотворили взрослые. И неважно, кто виноват, а кто нет в войне. Дети в войнах уж точно страдать не должны. Поэтому хотелось бы поговорить о самом юном герое Советского Союза, Валентине Александровиче Котике. Хоть и присвоили ему это звание едва ему исполнилось 14 лет, свои подвиги он совершал уже гораздо раньше. Погиб Валентин спустя 6 дней после исполнения ему 14 лет. Родился Валя 11 февраля 1930 года на Украине в селе Хмелевка, в семье простого служащего. К началу войны он только перешел в 5 класс. В свои 11 лет Валя стойко решил бороться против немецких захватчиков. Периодически над городом, где его семья жила в оккупации, пролетал советский самолет и сбрасывал листовки, в которых описывалось реальное положение дел, ведь в противовес немецкая пропаганда утверждала, что войска дошли уже до самого Урала и Красная Армия разбита. Валя собирал эти листовки и по ночам расклеивал их по городу. Он также собирал в окрестных полях, где проходили сражения, оставшееся оружие и прятал его в схроны. Узнавал расположение немецких складов, места постоя немецких соединений и их численность. Однажды по частям перевез на велосипеде через весь город под носом у полицаев и немцев ручной пулемет. Немного разнится его история, то, как он попал в партизанский отряд. В одной из он наткнулся на красноармейцев, которые отступали, после того, как их отряд разбили. После этой встречи Валя снабдил их вооружением, которое он насобирал в полях. По другой о его деятельности узнал поселившийся у Котиков жилец. Поначалу Валя думал, что тот работает на немцев. Но оказалось, что Степан Диденко, бежавший из плена красноармеец, которого приютил директор местной лесопилки, обеспечив ему поддельный документ, чтобы он сошел за местного гражданского. Степан был связан с партизанским подпольем и очень высоко оценил отвагу мальчиков. Вскоре Валя с друзьями и братом начал помогать партизанам и доказал, что может бороться с врагами наравне со взрослыми. В истории также разнится информация о его первом подвиге. Но то, что известно точно, что осенью 1941 года он вместе с товарищами устроил засаду, убив главу полицейской жандармерии близ города Шепетовки и 7 солдат, порядка 30 раненых. Вот как описывается этот подвиг в советском учебнике. Рев моторов становился громче, машины приближались. Уже хорошо были видны лица солдат. Со лба полузакрытых зелеными касками стекал пот. Некоторые солдаты беспечно сняли каски. Передняя машина, поравнявшись с кустами, за которыми спрятался мальчик. Валя, пристав, считывая про себя секунды. Машина проехала. Напротив него уже броневик. Тогда он поднялся во весь рост и с криком «Огонь!» одну за другой швырнул 2 гранаты. Одновременно прозвучали взрывы слева и справа. Обе машины остановились. Передняя загорелась. Солдаты стремительно сбрыгивались на землю, бросаясь в кювет, и оттуда открывали беспорядочный огонь из автоматов. Вале на тот момент было 11 лет. В октябре 1943 года юный боец разведал местонахождение подземного телефонного кабеля гитлеровской ставки и подорвал его. Валя также участвовал в подрыве 6 железнодорожных эшелонов и складов. 29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, как каратели устроили облаву на отряд. Убив из пистолета фашистского офицера,
Подросток поднял тревогу, и партизаны успели приготовиться к бою. В свой день 14-летия, 11 февраля 1944 года, мальчик узнал, что Красная Армия освободила его Шепетовку. Нарадостив, упросив командира взять его с собой, освобождать соседний город Изяслав. После этого он собирался вернуться домой к мирной жизни. Но этот бой стал для него последним. Немецкий пулеметчик смертельно ранил его в живот. И 17 февраля, меньше чем через неделю после его дня рождения, Валя Котик умер. При жизни он был награжден медалью партизана Великой Отечественной войны, а посмертно его удостоили звания Героя Советского Союза и присвоили ему орден Ленина и Отечественной войны первой степени. Похоронили юного героя в Шепетовке. Вот такой получился краткий рассказ о юном герое Вале Котике. Помните историю, помните героев, уважайте своих предков. Всего вам доброго.